Суперфальшивки на бумаге для дёнеров. Банкоматы не видят подвоха и поглощают их с удовольствием. Мошенники пойманы. Красота без границ. Мисс Болгария Вселенная стала 33-летняя мама с татуировками. Прыжок в бездну с воздушного шара. Смертельный инцидент с парашютистами в Ботевграде. Привет, друзья! Это ТК Болгария Ньюс. Субъективная подборка, но объективных новостей за неделю. В Шумине разоблачена подпольная типография, где производили фальшивые банкноты. Прокуратура и Главное управление по борьбе с организованной преступностью задержали 2 мужчин, ранее судимых за другие преступления. Пикантность ситуации. Преступники закупали бумагу в Китае и Турции, при этом турецкая бумага предназначалась для упаковки дёнеров. Несмотря на это, качество подделок было очень высоким. Они проходили через банкоматы, их было сложно отличить от настоящих. Следствие выяснило, что злоумышленники изготавливали фальшивые купюры номиналом 50 и 100 левов, банкноты в $50 и 500 евро. В СМИ звучат разные оценки общей суммы подделок, но она точно значительно превысила 1 000 000 левов. Представители прокуратуры заявили, что все произошедшее – это серьезная угроза для финансовой системы и страны, и Европейского Союза. На прошедшем конкурсе «Мисс Болгария» титул «Мисс Болгария Вселенная» получила 33-летняя Елена Виан. Она привлекла внимание благодаря необычной внешности. Мама 5-летней девочки, рыжеволосая Елена, нарушает стереотипы конкурсов красоты. Ее красные волосы и татуировки вызвали живое обсуждение в социальных сетях, и не всегда одобрительное. Однако новые правила конкурса, допускающие участие замужних и состоявшихся матерей, открыли путь таким участницам, как Елена. Теперь она представит Болгарию на международном конкурсе «Мисс Вселенная» в Мексике. Трагический случай в районе Ботевграда. В среду рано утром 2 мужчин 28 и 37 лет прыгнули с парашютом с воздушного шара, несмотря на густой туман и сильный ветер. 3, 2, 1. Один из них не смог открыть парашют и погиб на месте, а второй получил травмы позвоночника и в тяжелейшем состоянии был доставлен в больницу. Как выяснилось, у пилота, управлявшего шаром, нет лицензии, а сам воздушный шар не зарегистрирован и не допущен к полетам. Владелец задержан, прокуратура ведет расследование по факту гибели человека. СМИ сообщают, что в Болгарии всего зарегистрировано 11 воздушных шаров, и только 4 из них пригодны для полета. В Болгарии 27 октября пройдут внеочередные парламентские выборы. Вроде уже 7-е за последние 3 года. Вероятно, когда вы смотрите этот выпуск, результаты уже известны. Однако пока мы его готовим, в распоряжении только прогнозы. Эти выборы не обещают значительных изменений. Лидирующие позиции останутся за 3 все теми же основными партиями – ГЕРБ, ППДБ и Возрождение. В парламент также должны пройти 2 ветви бывшей ДПС, а также БСП «Объединенные левые» и партия «Есть такой народ». 27 октября ожидается низкая явка. Избиратели разочарованы. Проблема в том, что политический расклад в парламенте уже много лет остается неизменным. Раз за разом одни и те же политики попадают в народное собрание, ни у одной партии нет большинства, чтобы сформировать свое правительство, и каждый раз пестрый состав парламента не может договориться о компромиссном кабинете министров. И назначаются новые выборы. Очень хочется верить, что голосование на этих выходных отрезвит политиков, которые поумерят амбиции, смогут договориться и преодолеть политический кризис. Но никакой уверенности в этом нет. Бег по кругу с бесконечными выборами очень даже может продолжиться. Эти люди умели обыгрывать казино. Правда, нечестно. В результате масштабной полицейской операции была раскрыта организованная преступная группа, занимавшаяся компьютерными преступлениями и отмыванием денег. Задержаны 8 человек, которые, используя специальные технические средства, манипулировали игровыми автоматами и рулетками. Среди задержанных есть несколько крупье из игорных заведений. Группа действовала в 5 областях Болгарии: Стара-Загора, Плевен, Пловдив, Смолен и София. Применяя электронные устройства и микрочипы, преступники вмешивались в работу игровых автоматов и рулеток. Например, они искусственно создавали джекпоты. В ходе операции были проведены обыски и изъято большое количество доказательств преступлений.
Болгарию посетил директор НАСА Билл Нельсон. Это его первая поездка после того, как было подписано соглашение между Болгарией и НАСА по проекту Артемида. Этот проект направлен на очередную высадку людей на Луну и исследование космоса вместе с другими странами. Глава НАСА встретился с президентом Румином Радевым и выступил перед студентами Софийского университета. Билл Нельсон – бывший астронавт. Во время выступления он подчеркнул, что у Болгарии есть все возможности для развития космической экономики, что откроет новые рабочие места и повысит уровень жизни. Стоит отметить, что у Болгарии уже есть свой немалый вклад в освоение космоса. Страна была одной из первых, кто разработал космическое питание, а в космосе побывали 2 гражданина Болгарии. На этом, друзья, все. Новостей у нас больше нет. Спасибо, что были с нами. Будьте здоровы, до новой встречи, всего доброго. Пока.